В прошлом видео я обратил внимание на сходство событий января 2020 года на пророчество из 12 главы книги Откровений. Прежде чем перейти к теме видео, хочется добавить, что, как описывается видение, дракону не удалось поглотить ребенка, так как он должен был быть унесен к Богу, а женщина должна была успеть убежать в пустыню. Аналитики сходятся во мнении, что в январе мир прошел по краю Третьей мировой войны, и ситуация вполне могла выйти из-под контроля. Но, как и было предсказано, попытка дракона сорвать жатву христиан на земле, погрузив ее в пучину мировой войны, в этот раз провалилась. В последнее время мир обсуждает новый коронавирус, захлестнувший Китай. И хотя кому-то это может показаться удивительным, но в Откровении описывается видение, которое очень напоминает эти события. «Затрубил пятый ангел, и я увидел звезду, упавшую с неба на землю, и дан был ей ключ от бездны. Она отворила бездну, и из нее вышел дым, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только тем людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Судя по стилю описания, ясно, что оно не исполнится в буквальном смысле. В большинстве случаев, когда истинный Бог хочет что-то передать человеку, он делает это через символы, понятные человеку. Это следует из книги Чисел 12 главы. «Если бывает у вас пророк Иеговы, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Таким образом, чтобы понять видение выше, нам нужно разобрать эти символы, понять, что они могут означать. Первый признак, который сразу бросается в глаза, это то, что на головах саранчи были как бы венцы, похожие на золотые – короны. Семейство вирусов, именуемое коронавирусами, получило свое название именно за внешнее сходство с короной. Но, разумеется, это не единственное совпадение. Дальше вы сами убедитесь, насколько много общего у видения о саранче с событиями вокруг коронавируса. И самое главное, о чем оно должно нас предупредить. Помимо корон на голове, лица и волосы у саранчи, как у людей. Также на ней была железная броня. Это, судя по всему, указывает на источники распространения нового вируса. Так китайцы пришли к выводу, что промежуточным звеном распространения коронавируса является панголин, внешний вид которого имеет явное сходство с броней. А последующим основным источником заражения, как мы теперь видим, стал сам человек. Многие заметили, что основная масса зараженных новым вирусом – это азиаты, в большинстве своем китайцы. Примечательно, что в пророчестве говорится о том, что саранча будет поражать только тех людей, на которых нет на лбу печати Бога. В этом свете кажется любопытным результат одного исследования. Самая высокая доля атеистов в мире зафиксирована именно в китайском обществе. Видение событий, связанных с саранчой, начинаются с падения одной из звезд на Землю и потемнения Солнца. Это может указывать на продолжение видения из 12 главы книги Откровения, о котором я рассказывал в прошлом видео, об астрономической его части, которая произошла в январе 2020 года. Потемнение Солнца может указывать на новолуние, которое состоялось 25 января 2020 года, в день китайского Нового года. Именно тогда эпидемия коронавируса стала приобретать массовый характер. Что касается характера самой эпидемии, в пророчестве сказано, что это заболевание схоже с укусом скорпиона. Укус скорпиона не всегда бывает смертельным. Чаще всего смерть после укуса скорпиона бывает от осложнений, вызванных этим укусом, и во многом зависит от состояния больного. Другими словами, летальный исход бывает только у ослабленного организма. Сильный организм преодолевает эту инфекцию. Несмотря на то, что к коронавирусу относится как к смертельному заболеванию, фактически он становится смертельным только в 2% случаев заражения у ослабленных пациентов.
При этом полностью вылечить удалось 9% зараженных. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вероятно, эти слова также указывают на отношение к этому вирусу, как к смертельному заболеванию. Мы видим, что на карантин в Китае закрываются целые города. В Японии на карантин закрыли целый лайнер. В России не дали разрешения на посадку самолету, летевшему из Китая в Германию. И подобные меры принимаются по всему миру. Если это понимание пророчества правильно, тогда нам известен срок его исполнения – 5 месяцев. Но что будет дальше? Или о чем оно должно нас предупредить? У саранчи есть царь, ангел бездны, Авадон, или как его еще называют, Аполеон. Под бездной в данном случае следует понимать ад или место, где пребывают души мертвых в ожидании воскресения на Божий суд. Слово «Авадон» на иврите означает «место уничтожения», либо просто переводится как «уничтожение». В книгах Иов и Притчи слово «Авадон» употреблено в одном ряду со словом «Шеол», обозначающим могилу всех умерших или бездну, о которой я говорил выше. В Псалме 87:12 в синодальном переводе слово «Авадон» переводится как «место тления» и употреблено рядом со словами «во гробе». В книге Иова 28 главе слово «Авадон» также связывается со словом «смерть». Таким образом, коронавирус может быть предвестником будущих массовых бедствий, связанных с другими событиями. Видение, подобное тому, что мы только что рассмотрели, описано также в книге Иаиль 2 главе, и в нем сказано точно, предвестником чего оно является. «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господа, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как Эдемский сад, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогою, и не сбивается с путей своих. Не давит друг друга, каждый идет своей стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стену, вылезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчища его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господа и весьма страшен, и кто выдержит его? Одно горе прошло, но вот следом идут еще 2 горя.